Всем привет! Инфляция в России упала до 2,5%. Радоваться не стоит. Европа и США воют от высокой инфляции, а в России все шикарно. Она сначала упала до 4%, а теперь и вовсе до 2,5%. Мы всех переиграли? Не факт. Статистика легко обманывает инвесторов, которые не разбираются в ней. Давайте копнем чуть глубже. В апреле прошлого инфляция была 17-18%. Цены взвинчивали ажиотажный спрос после начала кризиса и доллар по 130 рублей. И вот эта высокая база сейчас портит нам статистику. Предположим, машина весной 2021 года стоила 1 миллион. В марте 2022 она резко взлетела до 1 миллиона 300 тысяч. Доллар подскочил, логистика сломалась из-за санкций. Итог – годовая инфляция в автомире 30%. Ужас. Однако к 2023 году автомобиль прибавил в цене всего 50 тысяч. Сравниваем 1 миллион 350 тысяч и 1 миллион 300 тысяч. Текущая инфляция в автомобилях всего 4%. Все в норме? Не совсем. Мы ведь сравнивали сегодняшнюю цену с кризисной, неадекватной. А по факту автомобиль все еще очень дорогой. За 2 года он прибавил 35%. Ну а цены в России в среднем выросли на 18% с весны 21 по весну 22. А тут еще 2,5% сверху. Итого плюс 20% за пару лет. А что говорить про новые автомобили? Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Статистика слишком широкая. Как часто вы покупаете говяжью печень? А матрасы, ламинат? Скорее всего, многое из этого вам вообще не нужно. Однако такие товары учитывают в общей инфляции. И если говяжья печень подешевела, это может сгладить 30% рост нашей машины. Поэтому смотреть лучше в собственную потребительскую корзину. Она поможет установить, какая у вас личная инфляция. И тут тоже не обязательно учитывать каждый ластик. Оцените, как за год изменились цены на топ-20 тех товаров, которые вы покупаете чаще всего. Эта цифра будет очень близка к истине. Скорее всего, за год там рост куда больше официальных 2,5%. Согласно опросам, многие люди оценивают годовую инфляцию на уровне 45%, особенно оценивая цены на новые автомобили и запчасти. Что будет с инфляцией дальше? Рубль слабеет, бюджетные расходы высокие, деловая активность восстанавливается. Все это должно и дальше разгонять инфляцию. В декабре цены продолжают расти. Однако низкая инфляция на бумаге дает возможность властям держать слабый рубль и наполнять бюджет экспортными рублями. Но потом эту лавочку придется прикрыть. Эффект базы начнет ослабевать, и схема станет очевидной. Ключевую ставку уже увеличили до 15%, и теперь она будет душить активность в экономике. А как считаете вы, какая реальная инфляция в России? Пишите в комментариях.